Привет, народ! Честной народ, доброе утро! Сегодня я хочу с вами поделиться, рассказать такой прикол. Это пипец. Что у меня сегодня произошло? Время 8 часов утра, 9 час. Я уже все сделала. Я приехала сначала в свою поликлинику, сдала кровь на гепатиты, на сахар сдала. День сегодня начался ненормальный, девочки. Встретился мне новый жених. Обоссытесь сейчас, все будете ссать кипятком. Короче, я встала с утра. Померила сахар. Сахар у меня был 6,3. Ну, нормально. Да? Все нормально. Ничего не ела. Пила только водичку, покурила, поехала в больницу. Прихожу самое первое, без 15:07. Посидела в фойе, 7 часов утра принимает кровь. И теперь из вены на гепатиты сдала первая в 7 часов утра кровь. На первом этаже. А на втором этаже нужно сдавать кровь на сахар. Поднимаюсь на второй этаж. Идет вот такая боржа. Женщина. Уже такая, знаете, в возрасте. Растопырила свое хайло заднее посередине лесенки. Не обойти, не объехать. Блять, ну ты иди или вправо, да, или влево, как-то левее, да? Как-то нужно соблюдать дистанцию. Все же ты находишься в больнице, блядь, в общественном месте, в конце концов. А я теперь бегом, потому что мне нужно ехать в республиканскую больницу. Сейчас я перчатки одену. В республиканскую больницу, короче, сдавать кровь. Мне надо бегом-бегом. Что вы думаете? Руки. У нас сегодня мороз, девчонки, вообще. Градусов 15. Вот. Снега нету, конечно. Вот я переживаю, что у нас промерзнет земля. И, конечно, плохо это. Для деревьев, для кустарников. Время 9:07. О. И теперь что я думала, время 8, время 9:07. И, короче, О. Слушайте. Ну и что? Я говорю, знаете что? Вы, говорю, подвиньтесь, говорю, или влево, или вправо, говорю, вас невозможно. А я теперь бегу, потому что знаю, что у нее тоже бумажка на сахар. А там, сдавать кровь, там же люди. Я забегаю, она вот так подвинулась и стала ворчать. Что-то, да, мне вслед. Я теперь забегаю на второй этаж. Мне потому что надо еще ехать, понимаете? И тоже определенное время он едет как... занимает езда. А кровь надо сдавать с утра. Ладно. Поднимаюсь на второй этаж. 2 человека в очереди сидят. Я уже 3-я была. И она идет. Я говорю, вот растопырилась, говорю ей, да, вот так вот, в голос-то. Я говорю, как у себя дома. Ни стыда, ни совести. А я и есть, говорит, у себя дома. Я говорю, знаете что, имейте совесть, говорю, включайте логику, говорю. Заткнулась. Настроение испортилось. А я взяла свой аппарат мерить сахар. Мне рассказала врач, что когда будут вам протыкать, там глубоко протыкают пальцы-то, вы, говорит, сразу своим аппаратом. У меня сахар 7,8 повысился. Или на нервной почве, или чули, да. Я перенервничала. Ну ладно, бог с ним. Это я все сдала. Поехала в республиканскую больницу. Там сдала, там вообще никого не было. Кровь. Теперь надо назад мне ехать, сюда опять же, в свою больницу, к кардиологу. Она сегодня с утра принимает. Я сегодня 3-я была. Все прошла. Кардиолог сказала, все хорошо, говорит, у вас возрастные изменения. Мониторинг
Ну, посмотрела мониторинг, результаты мониторинга, УЗИ сердца. Говорит, все хорошо. Которые препараты назначены, они прям, говорит, для вас подходят, говорит. Вот, видите, говорит, у вас возрастные изменения. Ничего такого сложного, там у вас ничего нету. Ну, слава богу, успокоила. Ладно. Пока ехала сюда, в маршрутке, сижу, никого не трогаю. Впереди села за водителем. Я не к водителю, а за водителем тут в салон. Сидит на меня сзади, мужик уставился. А я задом к водителю села. И сидит, короче, в хвосте мужик на меня, как баран на новые ворота. Смотрит, девочки, и смотрит. Смотрит и смотрит. Думаю, да что такое-то? Не дорассказала я вам. Пришлось прервать ролик. Села в маршрутку, поехала. Короче, сидит мужик. Смотрит на меня. У него мимика лица такая некрасивая. Лицо вот так вот сделано, губы вот так вот, знаете. И смотрит, и смотрит. Потом пересел, значит, поближе ко мне, когда у меня место освободилось. Тоже спиной к водителю, за водителем. Угу. Тут передо мной освободилось место, и я пересела. Ну, уже лицом к переду. И как бы мы сели друг против друга, да. Он достал ручку. Тут достал билет. Стал проверять стержень. Пишет или не пишет. Угу. Я на него так смотрю оценивающим взглядом, да. Короче, такой в потертой куртке сидит. Ну, который носят охранники темного синего цвета. Черные штаны, они такие, знаете, уже льстятся уже, короче, от грязи. Представляете, вот когда вот очень грязные вещи, верхние, может, кто знает, они начинают блестеть. Прям вот льститься. Это называется льститься, когда они стирают вещи. Вот. Сидит, короче, такой, да. Морда такая. Смотрит вот так на дверь, на людей, которые заходят и выходят с высока. Угу. Потом засунул стержень в рот. Стал греть, видимо, у него замерзла там ручка. Проверил, положил назад. Тут заходит мужик. А я сижу в маске. Как дала мне вонь это нос. Он встал такой, я так на него посмотрела, с усами стоит. Мужик лет, ну, где-то старше 50. Такой вонючий, девочки. Воняет от него собачьей старостью. Ну, знаете, собачья старость — это такой запах специфический, когда люди живут в таких домах, квартирах, да, где не было долго очень ремонта. Все уже такое, ну, я называю собачья старость, это по-другому старое все. Мебель, там вещи старые такие, уже затухлый такой запах, такая вонь, понимаете? Ну, снаружи он такой чистый стоит, куртка на нем чистая, зеленого цвета, а вонище невозможное. Вот понимаете? Это вообще пиздец. Такой резкая такая вонь, еще мне в нос, блядь. Потом он пошел, сел назад. Теперь этот мужик сидит и говорит мне, который присел-то рядом со мной. Ему тоже лет за 50. Смотрит на меня и смотрит. Я, говорит, вас где-то видел. Очень знакомое лицо. Мы вместе, говорит, не работали. Я говорю, где мы можем вместе работать? Я говорю, я вообще не работаю. Вы, говорит, снимите маску. Спустите маску, пожалуйста. Я маску спускаю. Он мне говорит. Очень знакомое лицо. Я говорю, я с Марпасада. А он говорит, а вы, говорит, откуда? Он говорит, я, говорит, с района, говорит, с этого, с Чебоксарского, с Мостокосов, откуда-то оттуда. Я говорю, я вообще вас не видела нигде, и не могла видеть, и вы меня нигде могли видеть. Вот такой. Угу. Дайте мне, пожалуйста, говорит, ваш номер телефона. Я говорю, зачем? Мне нужно, говорит, позвонить к вам и сказать. У меня, девочки, возник сразу спортивный интерес. Зачем вот он хочет ко мне позвонить? Я ему говорю, записывайте. Достает, короче, чек.
ручку и начинает записывать. А я говорю ему: а что, у вас телефона нету, что ли, записывать, девочки? Это что за жених такой, блядь? Он такой: есть, но я как типа Штирлица. Ну, какой-то, короче, ебанутый с отклонениями, поняли, да? Ну, ладно. А у меня просто ради спортивного интереса я ему диктую свой номер телефона. Он записал, положил этот чек в сумку или в карман, я уж не помню. Ага. И говорит: я сейчас выхожу, но я, говорит, вам позвоню после 10 часов. Я говорю: ну, звоните. А я говорю: а что будете говорить-то? Он говорит: а может быть, вечером куда-нибудь исходим? А кто это сказал, говорю, вам, что я с вами куда-то пойду, блядь? Девочки, что за хуйня такая, блядь? Почему я должна куда-то с ним идти еще вечером, девочки? Я вообще по темноте никуда не хожу в своем возрасте уже. Представляете, я же, скажем так, уже, ну, мудрая девушка-то среднего возраста, да? И у меня опасность за свою жизнь и здоровье. А может, он людоед, а может, он маньяк, блядь. Почему я должна идти куда-то с ним? Вот. Но он говорит: я позвоню. Я вам сейчас покажу телевизор, который вчера рассказывал, валяется. Смотрите. Посмотрите, телевизор валяется, перевернут. Видите? Скинули под нашим домом. Вот. Ага. Теперь же... Я говорю: как вас зовут? Он говорит: Веня. Девочки, у меня кавалера по имени, с таким именем не было. Веньямин. Девочки. Мечта поэта. Вот так, девчонки. Я в шоке. Будем посмотрим, что дальше будет. Будут как развиваться события. Что он мне хочет сказать по телефону. И по какому телефону он будет звонить, блядь. Если у него даже телефона не было, чтобы записать мой номер. Вы представляете? И меня так это все развеселило. Я шла в больницу уже второй раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я вам про него рассказывала. Сосед с 5-го этажа. Придурок. И, короче, это... И, короче, что? Я шла и смеялась в голос. Вы представляете? Мне это знакомство ебанутое с ебанутым прямо, знаете, повысило настроение, девчонки. Вот так вот у меня прошло утро. Я, короче, припиздила домой. Пойду я выгуливать Марточку. Дочечку свою родную. Все. Всем хорошего настроения. Пока-пока, девчоночки. Пишите, что вы об этом думаете. Об этом Веньямине. Или вы вообще не думаете?